Меня зовут Анастасия, и мне 30 лет. Мне почему-то в голову пришла авария, когда мне было 7 лет. Мы с мамой и с моей подругой ехали в школу, и у меня шрам появился благодаря этому, и очень долго приходила в себя. Помню, как мама заботилась, выхаживала меня, очень переживала, что я же девочка, у меня останется шрам, и она виновата. Вот почему-то такое. И после этого у меня стали какие-то обмороки. Я мечтала быть моделью. Или я хотела танцевать, быть балериной. Но у меня было домашнее прозвище «Шкафчик». И я поняла, что шкафчиков в балерины не берут, и в модели тоже. Я даже писала пост на эту тему. Тут такое двоякое впечатление. С одной стороны, было много тусовок, но с другой стороны, я натусовалась тогда столько, что сейчас мне ничего не хочется. То есть уже по-другому смотришь. Посоветовала бы заниматься саморазвитием пораньше. То есть учеба учебой, работа работой, но, допустим, в отношениях с людьми я удивлялась, что кто-то смотрит, наблюдает, а как там он мне это сказал, а как то сказал. Да вообще пофиг, кто что как говорит, с какой интонацией, как бы меня это не касается. А сейчас ты понимаешь, что от каких-то жизненных ситуаций и передряг, просто внимательно посмотрев и выслушав человека, как он говорит и что делает, ты можешь избежать этого, допустим. Пока семья — это я и моя дочка, и мне главное, чтобы у нас были доверительные отношения. То есть она мне могла все рассказать, я ей могла рассказать. Когда я устаю, я ей так и говорю, что мама, она устала. Если я плачу, я говорю, что да, я сейчас плачу, но сейчас выйдут эмоции, все будет хорошо. И если есть какая-то проблема, я говорю, я ее решу, но просто мне нужно на это время и силы. И она очень спокойно меня понимает и поддерживает. И все удивляются, какой у меня умный ребенок. Она просто такая, потому что я себя с ней так веду. Там где-то бывает перебарщиваю по-взрослому, но в принципе я горжусь то, что сейчас, как она ведет себя. Ну, здесь тоже важна открытость и доверительные отношения. То есть, чтобы можно было прийти вечером и рассказать, как реально у тебя прошел день, а не как прошел день, кто бы хотел бы слышать. И поделиться своими переживаниями, чтобы человек был готов к этому, и также, чтобы ты был готов принять его сторону. Вот это, наверное, самое важное. И отсутствие лжи, потому что сейчас даже так со стороны смотришь, много кто врет друг другу, а это портит все, это зарождает разрушительные уже отношения какие-то. Я стала еще более ответственной. То есть, если я ответственный человек, то тут моя ответственность просто зашкаливает. Я стала более ранимая, то есть более чувствительная, получается, каким-то сентиментальная. Но не то, что я прям навзрыд могу там зареветь из-за какой-то ерунды, но просто как-то это вот внутри тебя мягкость какая-то появилась. Вот она мне нравится. Потом сон стал более беспокойный. Ну, это минус скорее, чем плюс. Так, что еще появилось? Появилось больше радости, потому что, допустим, мы едем с ней на море или просто гуляем, и когда что-то впервые в ее жизни происходит, это просто такие эмоции непередаваемые. И с ребенком ты их заново прочувствуешь. То есть, да, особенно вот в отпуске, когда мы много времени вместе проводим, у меня есть время, чтобы прям наслаждаться. Да, она классная. Ну, конечно, смотря какой там был муж, какая была семья. Но когда я была в семье, мне казалось, что все замечательно. То есть там у меня муж был нарцисс, то есть он умел так ситуацию перевернуть, что я думала, что я вообще королева, и все у нас классно. Когда я развелась, я поняла, что мне просто как бы хорошо лапшичку на уши так навешивали. И когда я ее сняла, поняла, что как бы, ну, есть моменты. Ну и когда я была в браке, я понимала, что какая-то вот прям вот у меня мысль была, что это какая-то херня происходит, что так быть не должно. И с психологией я вообще на «вы» тогда была, и как бы было желание пойти к психологу. И бывший муж говорил, нет, тебе не надо, то есть я денег из бюджета не выделяем на это.
Ну, потребность была, и то есть первым делом, когда у нас пошла трещина в отношениях, я пошла к психологу, потому что я понимала, что, ну, что-то не то. Я отношений боюсь, я над этим работаю, потому что мне очень тяжело после предательств всяких, вот сейчас идут суды, мне тяжело доверяться человеку, открываться, то есть как бы как личность я состоялась, я полностью могу обеспечить себя и своего ребенка как бы 100%. То есть, а внутренний свой мир открыть мне страшно, мне тяжело, и вот это самое, наверное, большое, над чем я работаю. Слаба в том, что у меня плохо с ожиданиями, я часто тороплюсь, то есть мне хочется быстрее, допустим, прожить какой-то момент, и я себя учусь, наоборот, стопорить, да. На работе тоже вот эта торопливость, моя внимательность, то есть для бухгалтера это очень плохо. Я понимаю, но мне вот надо все быстрее голову. Как бы приходится тут над собой работать. Самая глобальная цель, у меня просто их много. Ну, во-первых, я хочу семью, хорошую семью, да. А во-вторых, я хочу, чтобы у меня был стабильный финансовый доход, да, это про меня. И в-третьих, вот то, чем я сейчас стала заниматься, обучать людей, помогать им, то есть я в этом реализуюсь, мне это нравится помогать людям. Вот, то есть я бы хотела много-много людей охватить, и чтобы все были счастливы и богаты. Важно жить и получать удовольствие. Удовольствие от того, что ты делаешь. Радовать своих близких и оставить после себя какой-то след. То есть, допустим, своим детям и внукам в наследство я бы хотела, там, не знаю, передать бумаги, какую-то недвижимость, чтобы они помнили обо мне и моих делах. У меня не бывает плохого настроения долго. То есть, если я понимаю, что у меня плохое настроение, я ищу причину. Когда я понимаю причину, у меня настроение улучшается. И тоже есть какой-то список дел, которые бы я бы хотела делать. То есть у меня есть заметки в телефоне, допустим, пострелять, поездить там на лошади, там, полетать в аэротрубе, ну какие-то такие моменты. Но самое легкодоступное и самое простое – это спорт. Спорт и проехаться куда-нибудь с громко включенной музыкой. Это вообще на раз снимает все плохое. А еще попеть. Если попоешь, так вообще жизнь удалась. Я горжусь всем. Я свой фанат номер один. Потому что я с 14 лет осталась без родителей. Да? У меня не было ни квартиры, там, ничего. То есть родители нам не оставили. И сейчас 30 лет у меня есть своя квартира, есть своя машина. У меня есть дочь, у меня есть достойная работа, то есть я первая там из семьи получила высшее образование. Я сама это образование себе оплатила. И несмотря на все, на любые невзгоды, как бы я выкрутилась и весьма успешно, я думаю, что я выгляжу. Любое дело, за которое я берусь, я довожу его до конца и как бы на достойном уровне. То есть жизнь меня этому научила. По-прежнему у меня есть основная работа. Плюс сейчас я онлайн-курсы провожу консультации. Вот первый поток сейчас закончился, и мне начинают там, у меня почему-то исключительно женская аудитория сдают домашние задания, мы уже проверяем инвестиционные эти портфели. Ну, очень интересно, как бы я понимаю, что девочки, они ничего не понимают, и мне хочется им дать больше, да, вот в это ограниченное время, чтобы они прям разобрались хорошо, потому что это курс вроде 2 недели, но это такой зачаточек на всю жизнь. И мне хочется, чтобы загорелись и поняли, что это достаточно доступно. 35 лет, я буду успешной бизнес-леди. То есть у меня уже есть наметка своего проекта. Ну, на самом деле, не наметка, я уже год об этом думаю, просто мне надо время сесть, заняться анализом конкурентов, все просчитать. То есть это будет агентство полного цикла для ведения ИП, ООО. То есть, как правило, люди приходят к тому, что хотят заниматься своим бизнесом. А куда пойти, как развить, не знаю. То есть тут регистрация, бухсопровождение плюс реклама, да. Такую услугу я хочу сделать. То есть пакетами в одно место пришел, тебе все сделали. Там сайт, не сайт, продвижение, не продвижение. Мне кажется, это очень интересно будет. То есть я, в принципе, во всех этих этапах сама разбираюсь. Я желаю себе не останавливаться.
несмотря на какие-то сложности, зная, что сложности нас закаляют, и все, что не убивает, делает нас сильнее. Еще желаю больше себя баловать и проводить больше свободного времени с семьей.